Революция! Мой позывной КОС. Я являюсь добровольцем полка Калиновского. На улицу выходить не будем, потому что певихи летают рядом совсем. Мы на боевом дежурстве на запорожском направлении. В километре 1,5 от нас враг. Все то же самое, что и там было. Вот это механизм тонкой наводки. Это вояр. За его плечами большой боевой опыт. Он участвовал в войне еще со времен АТО. Вояр у нас походу 300 и, напевно, завтра поедет чилиться в больничку. Мы проведем с вами неделю на фронте. Начинается штурм, наши идут. Мы поддержка. Надеемся, что все-таки мы что-то сможем. Доброй раницы, Беларусь. Вояр ротировался по болезни, ждем замену. А пока Салам расскажет вам об особенностях личной гигиены на позициях. Для гігієни інтимної зони ми використовуємо вологі серветки. Вибачте, я вже на камеру показувати не буду, бо боюся, що це... Будете завидовать. Я отак от зробив і відчуваєш себе файно. Фух. Это Кажан. Он из Витебска. Учился там на истфаке, но решил не заканчивать. Следил за полком Калиновского еще с начала полномасштабки. Тогда он переехал в Польшу, подал заявку, прошел процесс отбора и приехал в Украину с другими рекрутами в апреле 23 года. Кажан планировал быть снайпером или наводчиком бронетехники, но в процессе сложилось иначе. Сначала он освоил специальность медика, теперь он боец группы огневой поддержки. Короче, вояр выпадет, я думаю, что на пару месяцев, как минимум. А что с ним? Ну, почкам, да, походу. Либо, если почкам, то надолго. Старый такой меня не встречает. О, я тебя уже выписали. Куда я на боевые? Я уже написал, ты мне до 300-го прислал. Давление жалуют. Замена 300-го на 300-го не норма, но иногда найти замену опытному бойцу сложно. Короче, братан, у тебя была контузия, готовься к тому, что давление тебе... Давление. Я тут пару дней назад лежал, умирал просто и думал, твою мать, когда же у меня этот уже инсульт случится? Поважані білоруси, я стомився, я сиходжу. Ну що, зараз ми вийдемо в ад, то бок наверх, каб послухати, що там відбувається, поглядіти трошки і включити генератор, бо екофлоха садиться, і треба гэта зробити, пакуль яшчэ не дуже темно. Погнали! О, так оно нормально, тихо. Еще полова, полного бака на 2-3 працы хапае. Вось. Каністры 10-20 літровай на тыдзень на эканомным варыянце працы. Задача выполнена. Так, ну а что тут у нас? Собственно, перед вами автоматичний гранатомет Heckler & Koch GMG. Вось. Стреляем мы отсюль. Для того, как стрелять и не спалиться, нам пришлось разбурить стенку, потому что мы находимся у прямой видимости от русских. То бок, ну, от нас километр, и там уже нам ручкой могут помахать. Якби у файную погоду, коли у тебя есть некий бинокль, ці дальномер, ти там побачиш когось, ти можеш помахати. Ось. Короче, працюємо отсюль, трошки поламали стінок. Та стінка була зломана, туди, походу, танчик влупив. Трошки замаскировали, тепер це виглядає ніяк так. Позиція за час праці показала себе дуже файно. Нас не спалили за 2 тижні активної праці. Ось. Так що, я думаю, це поспіх.
Ну і на гэта можам сыходзіць, бо мы стараемся на вуліцы з'яўляцца толькі па справах. Чым менш мы праводзім тут часу, тым больш шансаў, што мы выжывем. А смецце мы стараемся выкидывать вось сюды ці уносіць кудысьці падалей. Ну все, пошли внутрь. Ну і, дарэчы, вон там вот те будынкі далей. Да показывай туды, ты на меня глядишь. Вон, там расейцы. Все, поглядели, можем сыходзіць, бо тут небяспечна знаходзіцца. Кажанчик, солнышко, а не хочешь повыливать мочу, выкинуть пакетики? Салам заўжды дбае пра чысціню і гігіену на пазіцыі. Туалет, ты лучше кайфанет, чем сельский туалет. Стань. Я когда был с ним из хода позиции, я Причем он историк, ты понимаешь? Я дебил, просто даун без образования. Это историк, историк. Бояр историк тоже, кстати. Да? Диспуты об истории, они тут почти каждый день. Революция! Вояр окончил истфак, Кажан почти закончил. Салам не заканчивал, но... Я говорю, я в какой-то момент психану и напишу работу. Левизна Конституция Кадыновская. Потому что на самом деле восстание 63 года это было как такая вот точка, от которой, как 17-й год был в России в начале 20 века, от которой просто по всему миру вот этот призрак коммунизма разбежался. Сейчас, наверное, как кажется, что восстание выглядело так, что там целые регионы, автономные зоны. Там партизаны по районам бегали просто. В Варшаве там баррикады кое-где построили. Все, то есть там, по сути, это такой, условно, 20-й год, только более радикальный. То есть вот эти вот 100 тысяч на улицах, их не было. Были. Там, короче, вот как 9 августа, только в большем масштабе. И люди понимают, что делать, потому что их ведут офицеры военные. Часть из них с военным опытом. Там было что червоных, что красных, уже было по два течения, левое и правое. И вот Калиновский уже как раз был левый и красный. Да, да. И есть большое мнение среди многих, ну где-то может 50 на 50 историков, что Калиновский был все-таки анархистом. Ну, анархистом он не был точно, потому что, Не, ну, типа, судячи по всяким воспоминаниям соотечественников и так далее, можно анархистом и нарциссом быть. Что некоторых, что где-то вот видишь, у него совпадают. Но он 100% был социалистом. Вось так мы адзначылі дзень народзінаў Кастуся нашага Каліноўскага. Першы партрэт Каліноўскага на фронте я намаляваў у часіках падчас бахмутскай кампаніі. Часаў Яр, месца, дзе прайшло цэлае жыццё. Пазней я стварыў шэўрон з гэтай выявай Каліноўскага. Вы можаце атрымаць іх ад нас у якасці падзякі, калі станеце спонсарам нашага каналу. Таксама спонсары атрымоўваюць доступ да прагляду поўнай версіі гэтага відэа. І дзякуем усім, хто не забываецца пра нас і не прыпыняе падтрымку. 250-й кап на и где твоя голова плитой раздавлена. Люблю поднять настроение и мотивацию бойцов. Я говорю, а нормальный, адекватный человек на войну не поедет. Я еще такой, типа, ну, я в этом плане командир из-за того, что я очень импульсивный и вспыльчивый. Я вместо нормального разговора уважительного с коллективом мог периодически: слышь, ты, шо, животное? Да, это не мотивирует, это могу сказать, 100%. Ну, не так совсем, ну, типа, очень грубо. Помнишь, когда возмущался, ты ему хотел напомнить про фрагинг. И я такой... Короче, рация орёт на него, и он выключает, он только ответил: дай сюда рацию, я ему сейчас выскажу все, что я о нем думаю. А хуй там на ПУ своем, выебаться это. Салам, не бери рацию! Истерики такие. Смотрим видос на позициях Саламу. Вот Саламу, вот сюда, смотрите. Одинаковый. Ранее было лепше, вот этого не было. Так, ну я предлагаю сильно не кипишевать, идти медленно, если какая-то тупа, ускоряемся. Что толку от нас измотанных не сильно много. Просто идем нормальным темпом. Да. Давай. Сегодня у нас пошуки вампира. Вампир — это украинский дрон-бомбардировщик. Он делает скиды самых разных боеприпасов.
Нам сообщили, что в нашем районе упал один такой. Если вампир не очень поврежден, то он может быть ценной находкой. И погода сегодня нормальная для выхода. Помочь? Я вперед, ты назад? Ну как нормальная погода? Нас с неба, конечно, не видно, но и мы особо ничего не видим. Направо тут, да? Или тут пройдем? По накатанному. Или сюда? Дай. Плюс. По светлому Глубоко яма. Ты его вообще не видишь, да? Я тоже не вижу. Вампир лежал в местах, которые мы еще не протоптали. Решили не рисковать и вернуться назад. Мы уже потом узнали, что вампир нашла другая группа, которая заехала сюда после ротации. Что, трохи побегали. Женечка. На самом деле я понял, где он там на возвышенности трохи вампир. Но это надо по свету идти. Поначалу казалось, что Вторая война окончится так же, как и Первая. Несмотря на доблесть воинов Альянса, Орда теснила противников. Она вторглась в эльфийское королевство Кельталас, отвоевала большую часть обители дворфов Казмадана и продвигалась к столице Лордерон. У нашага утульнага падвальчыка выход прямо на ворага. І калі нас спалят і щосьці прилетіць, ну выхада у нас падвальчыка не будзе. Там мы копаем свой. Тады як Трамп толькі планаваў рэканструкцыю Белага дома, мы амаль рэканструявалі падвал. Алерта, алерта. Надо его сейчас притопкать. Чтобы не ебаться мог. Мятеж, бунт, революция! Все государства концлагеря. Политический пи***. Это моя земля. І ніводнага вечара без абавязковых палітычных дэбатаў. Короче, я сейчас думаю, на самом деле везде это происходит. Так из-за импотенции либералов и их неспособность что-то поменять, и всякие дебилы все выезжают. Вот, я уже давно говорил, что именно так и будет во всем мире. Потому Все что, это ну, видно. представительная демократия, она как бы себя изжила в том виде, в котором существует. Как бы она не решает В возникших проблем. нынешнее время, да, она типа не дееспособна полностью против таких тоталитарных и... Не, против, она просто против ни на что не способна, скажем так. Против всех. Они этого еще живут в старом мире, каком-то непонятном, и отказываются это признавать и понимать. А реально, я еще застал на время, когда... Да, ядерные грибы еще будем смотреть. Поэтому, как бы, в принципе, к этому и готовимся. Я к этому спокойно отношусь, дайте уже быстрее. Я тоже согласен, потому что вот это будет эра, когда точно уже они, наверное, ну все не раздуплившиеся пойдут на... Кто еще живет в старом мире, который думает, что еще можно вернуть что-то, чтобы было как раньше уже не будет. Зараз полова третьей, и у меня сніданок, бо я всю ночь не спал. Вот. Буду жрать какую-то веганскую бормотуху из норвежского сухпайка для веганов. Там же у них все как у людей, не то что тут. Доливаем до узровня, перемешиваем и кайфуем. З великим специфічнага веганскага харчавання мне жраць на пазіцыі трошки гемарройнее. Вось, тому што калі хлопцы бяруць ежу на ўсіх, на мяне гэта не распаўсюджваецца. То бок у меня ёсць спецыяльны заплечнік, які вешаецца на мой асноўны заплечнік, у які я кладу ежу. Што ў асноўным я ем, так субліматы.
Вось. Чым менш пачка, тым лепш. Я беру ежу, ну, частку невялічкую падганяюць валантэры. Асноўную частку набываю сам. Так што, куда пайшла зарплата, вон, на нарвежскія пайкі. На пайкі сышоў бюджэт, на экіпу грошай нет. Калі трэба застацца на пазіцыі на пару дзён больше, ты можаш просто ў нейкі момант перайсці на корм в виде галетов с украинского сухпая и больше ни хрена. Такое было шмат разоў. Колькі раз ты еш, ну, пытанне цікавае, все залежыць ад умоў, бо калі, як тут, ты в прибиральню ходишь прям в подвале в пакет, ну, можно и побольше поесть. А в умовах, калі як бы тебе трэба поесть, каб ты просто не здох, а срать нема магчымасці, ну, ты намагаешься просто там один разочек, что ты перекусил и забыл. Вот. По-рознаму, карацей. Бывае, что нават побратимы веган-бургеры привозят. Ну что, Салам, пришел к тебе дед Снегурочка. Скажи, мальчик, ты себя хорошо вел в этом году? Нет. Нет, ну, раз нет, то вот, фирменный подарок, держи. Вот оно, голова на фронте. Ну, з мышами ситуация цікавая, бо на самой справе ни хрена ты за ими не робишь. Кота только если завести. Вось. Бачу, что люди ставят мышеловки. Люди набывают всякие яды. Я у Минкивки, это такая вёска под Бахмутом, весной 23-го за 3-дзённую ці 2-дзённую ротацию зловил 7 мышек, рассажал их в банки розные, и просто потом, когда мы съехали, я их подпускал. Вот так вот. Сподіваюся, они не повернулись. Грядут темные времена. Разразится новая, третья война. Прежде чем ее пожар разгорится в полной мере, я составляю эту летопись, дабы коротко напомнить, что произошло в предыдущих битвах, и рассказать об истории нашего мира до того, как он может быть уничтожен. Я опущу многое из того, что могу поверить, девушка иначе комментирует? повесть моя разрастется в пространный трактат. Неожиданно. Не обессудьте, если некие тонкости останутся мною не охвачены. Я лишь скромный летописец, коему не может быть ведомо все. Но того, что будет рассказано, вам должно хватить, дабы понять истоки конфликта орков и людей. Good morning, 6-е сутки в этом ебучем пьяном подвале. Вот, мы живы, все, заебись. Сегодня, надеюсь, наконец мы пошмаляем по этим бомжам. Вот, так что ждем сигнала. Сегодня запланировано то, ради чего мы сюда выехали. Штурм. Вот это доброе утро. Не я себе, вот это выпало. Охренеть. Не, ничего не слышно, пацаны. Ну, видон, охренеть, пацаны, охуеете. Чтобы штурм состоялся, нужно, чтобы совпало все. В первую очередь, погодный фактор, чтобы пехота была готова к активным действиям. А наша задача — их в этом поддержать. Начинается штурм, наши идут. Крикина, русские. Вот, мы поддержка. Вот, уже начался, колонна техники поехала. Вот, посмотрим, как получится. Надеемся, что все-таки мы что-то сможем.
машині згорів. Зривається БК. Як 300. Як прийняв. Витягуйтесь з БМП. По можливості витягуйтесь з БМП. Найближче укриття. Найближче укриття. Зараз ми вас заберемо, як прийняв. Уточни точку, де ти зараз знаходишся. Зривається БК, до машини не підійти. Як прийняв. Плюс. Виїхала за вами. Вона буде сигналити. Скажи, до тебе відправити 2 к***а, чи ти будеш чекати к***у? Тобі термінова допомога потрібна? Терпімо. Хай сидять на місці, хай не йдуть. Бо вже сюди і зброси чи прильоти є. Штурм – это взаимосвязанная система действий, которые должны состояться в определенное время в определенном порядке. Нарушение работы одного участника этих действий гарантирует риски для остальных, в первую очередь в виде потерь как 300-ми, так и 200-ми. Поэтому в таких случаях штурм прекращается. Займай укриття, виїхала, за тобою, під'їде, буде сигналити, зустрінеш її, як прийняв. Хай близько не під'їжджає, ще БК конкретно, як прийняв, хай близько не під'їжджає, бо воно, ми тут 20 метрів від бехи. Скажи, де краще зупинитись, зорієнтуй точці, щоб ви туди підійшли, чи їхати прямо до вас. Обіжать нельзя, плюс идет обстрел по нам. Минус, подбежать пока нельзя, мы скажем, когда можно будет. Информацию принял, плюс. Мы в укрытии, но находимся под обстрелом. Технику к нам никакую не посылать. Мы скажем, когда прислать машину. Сегодня группа наших смежников была подорвана. Они не доехали до позиции. Поэтому штурм закончился, не успев начаться. В условиях современной войны это рутина. Какая обстановка по воздуху? Чекай, небо грязно, як прийняли. Такая ситуация. 2 раненых оказались по сути заблокированы. Никто не может их сейчас забрать. Враг ведет наблюдение за сектором. Пытается их выкурить. Минометы, FPV, скиды. Все, что есть. Задача наших – буквально выжить, чтобы дождаться Серика и возможности безопасной эвакуации. Стан більш-менш задовільний. 20-го побачено. Я сейчас подожду. Права сторона посічена, виходить. Ти витримаєш 30-60 коротких. Куда он денется? А варіанти є? Вот мне это нравится. Красавчик, тримайтесь, хлопці. Ты вытримаешь, а варианты есть снимают. К концу 7-го дня мы узнали, что наших 300-х удалось эвакуировать. С ними все хорошо. Удалось забрать и тело 200-го. Для кого-то это прозвучит дико, но это можно назвать удачей. Часто бывает, что забрать погибшего с поля боя равносильно смерти. И близкие не могут по-людски попрощаться годами. Поэтому да, в каком-то смысле это удача. Нарешті ми уебываем нахуй с этой ебучей позиции, где мы провели неделю. Запорожье, пузата хата, смачная ежа, ванная. Снимаемся наконец, уже трохи продались, как говорится. Ну вот. Все трохи злые. Готов идти под FPV, а вы закончили. Надеемся, что все будет, вернее, точно все будет за. Поэтому встретимся в следующий раз. Пока.
назад, назад. Салон, как не Назад, по спину. Сюда, под жопу. Давай, давай, закрывай. Скажи им. Можем выпасть. Не за что держаться. Держи меня. Ты держи меня. Я могу выпасть. Все отморозилось, держу шмотки. Нога просто коченела, чтоб не выпали. Короче, не закрыли этот, поэтому придется ехать. Так. Эту хуйню не закрыли, мы ехали, мы на ногах коченело, чтобы это все не выпало, пи***а, у меня еще руки. Ну ты это снял? Конечно.